KVC. Юпитер – крупнейший и старейший из 8 планет нашей Солнечной системы на сегодняшний день. И безусловно он является одним из самых загадочных газовых гигантов. Он настолько большой, что в нем может поместиться до 1300 планет, таких как Земля. Его огромная гравитация играет важную роль в защите Земли от потенциально опасных для нее различных космических тел. Юпитер в основном состоит из газов водорода и гелия, подобно Солнцу, а также других химических элементов, таких как метан, аммиак и вода, которая помогла сформировать особенную атмосферу. Галилей – первый, кто увидел эту планету в телескоп и стал свидетелем его великолепных вихревых полос. Ученые не раз задавались вопросом, что может скрываться под этой подушкой внутри самого Юпитера. Современная наука разработала эффективные способы изучения газовых планет гораздо лучше, чем просто телескоп, такие как космический зонд Галилео и Юнона. Эти зонды, находясь на орбите Юпитера, собрали достаточно много данных о планете, что позволило ученым изучить многие аспекты этого фантастического мира, в том числе отвечая на вопрос о том, что скрывается внутри Юпитера. Так что давайте погрузимся в наш воображаемый корабль и залетим внутрь этого странного мира, чтобы увидеть то, что находится глубоко под загадочными облаками Юпитера. Вы приближаетесь к планете Юпитер. Температура за бортом космического корабля минус 273 градуса по Цельсию. Ваш корабль в состоянии защитить вас от чудовищной среды этой планеты, а новые технологии помогут добраться до ядра. При пересечении ионосферы протяженностью до 3000 километров вы столкнетесь с чудовищной радиацией в 25 раз превышающей смертельную дозу для человека. Из-за отсутствия кислорода и сопротивления с воздухом вас начнет притягивать юпитерская гравитация через оледеневшие аммиачные облака. Температура в этой зоне минус 145 градусов по Цельсию, а давление около половины атмосферы. Исходя из того, что гравитация Юпитера сильнее земной, вы начнете спускаться на планету в 2,5 раза быстрее, чем на поверхность Земли. Солнечный свет все еще будет пробиваться, но он не согреет вас, так как на этой высоте все еще чертовски холодно. В итоге вы достигнете нижней части аммиачных облаков. В этой точке давление примерно около 1 атмосферы. В этот момент Солнце будет казаться вам очень белым, так как аммиачные облака будут играть роль светофильтров. А общая картина вокруг напомнит вам пасмурный день на Земле. Но ниже вы увидите следующий этап вашего путешествия. Облака кристаллов гидросульфида аммония со слегка коричневатым оттенком. Давление в этой точке будет уже достигать 2 атмосфер. Но чем глубже вы будете спускаться, тем облака будут становиться все более и более коричневыми. Солнечный свет будет постепенно уменьшаться, а температура начнет повышаться из-за постоянно растущего давления. Чем дальше, тем темнее. До тех пор, пока все вокруг не станет бескрайне черным. Затем вы увидите вспышки молний и грохот грома, которые обрывками будут освещать вам путь. Это результат влажной конвекции в атмосфере, связанной с испарением и конденсацией воды. Тут вы встретите участки восходящего движения воздуха, которое приводит к формированию ярких и плотных облаков. Проходя сквозь эти облака, давление в атмосфере все будет увеличиваться до тех пор, пока газ не начнет превращаться в жидкость, и вы не окажетесь в водородно-ледяном океане с примесями различных химических элементов, включая воду. Ближе к дну температура уже будет близка к 20 градусам по Цельсию, но давление не перестанет расти. Дно будет похоже не совсем на дно. Это будет уплотненный металлический водород. Из-за высокого давления там он уже принимает металлообразную форму, а температура будет близка к 200 градусам по Цельсию. После очень и очень долгого прохождения сквозь металлический водород, тысячи и тысячи километров, вы столкнетесь с катастрофическим давлением и температурой свыше 6000 градусов Цельсия. Это уже больше, чем на поверхности Солнца. И в конце концов, вы попадете в окружающую среду металлического гелия. Давление на такой глубине настолько велико, что может достигать сотни тысяч атмосфер. После долгого прохождения сквозь этот ад, вы в конечном итоге приблизитесь на самое дно, что является очень плотным юпитерским ядром. Это и будет завершающий этап вашего путешествия. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Если у вас появилось желание подписаться, не ограничивайте себя в этом. С вами был канал КВС. До следующих интереснейших роликов.